Мы приехали в Андорру. Достаточно простое прохождение границы. Просто проверили паспорта. Спросили, откуда мы. И все. Мы ответили. Я сказала, из Украины, из Киева. Он такой говорит: о, здоровенький был. Так как это зона свободная от налогов, tax-free, то здесь город duty-free. В городе знатная толкучка, много людей. У всех шопинг, магазинчики вокруг. В Андорре не так много достопримечательностей, но вот одна из них. Часы Дали. Вот мост с надписью Андорра ла Вела. Но все-таки основная достопримечательность Андорры — это вот эти все покупатели. Вот еще одна популярная достопримечательность, буквы как бы падающие вниз, надпись Андорра. Ну вот в целом это были основные достопримечательности Андорры. Андорры ла Вела, да, городишко такой. Вот, а мы идем в соседний город или деревню. Там собираемся посмотреть одну старую церковь. Небольшая прогулка в 2,5 километра, и мы добрались до храма. Церквушечка 12 века. У нее вот такая красивая башенка. А мы уходим в горы. Как обычно, нам надо куда-то забраться повыше. Мы все посмотрели. Зеленый. То, что хотели в Андорре. Подожди, смотри. Спешат капец, типа. Да, надо быть осторожным. Прикинь, он только что проехал на красном. Добираться к смотровой можно через центр, а можно со стороны храма, от которого мы шли. Но тут местами то частная территория, то вот такая дыра, и на карте не указано, ни на Google Maps, не видно, ни в Османде, ни в Maps.me. Уже открывается вид на Андорру, немного совсем прошли. Через какие-то непонятные заброшенные частные владения мы выбрались вот сюда. И как-то там все так заброшено выглядит, но козами пахнет, как будто свежее. Какая-то прям загадочная мусорная тропа. В общем, проезжающий сверху авто сбрасывает сюда мусор. Вот темная сторона Андорры. Все, мы выбрались из этого ужаса на дорогу. А тут даже указано как тропа. С автомобильной дороги мы свернули на тропу, которая была указана на таблицах. Идем к смотровым точкам. Началась зона соснового леса, и уже повеселее идти стало.
Лес сразу симпатичнее. А вообще эта тропа новая, ее недавно сделали. Добраться до видовых ее точек можно только пешком. На автомобиле нельзя. Андорра, лес и чья-то заброшенная Нива. Пчелы не заброшенные. Пчелы не заброшенные, да. Потихоньку открываются виды, тут уже можно встретить прогуливающихся людей. Красиво. Закатный лес, как я люблю. Вон, собственно, люди. Такая зона для пикника. Водичка. Оно трактадом. Мы ее будем таки пить. Блин, я не все не питьевая. Мирадор. Это в переводе с испанского означает вид. И вот он вид. О, красота. Мы добрались. Тут указана высота вершин, которые видно. Вот та вершинка 2331 метр. Там немного больше, 2383, 2406, 2400 там есть. 2200, 2740 даже есть. Это вот дальний, остренький холмик. Тут еще много разных видов, и когда пишут статьи, мы искали вот где, откуда, какой вид открывается, и люди не указывают название вида и с фотографией какой, собственно, вид. Есть перечисление видов. И вот Мирадор это вид, Дель Боск Негре. И вот с него открывается такой вот вид. Завтра покажем остальные. А сегодня мы еще пойдем искать место под палаточку. Уютненькое. Поднимаемся в поисках места под палатку. Там внизу встречается уже больше людей, потому что там от паркинга идет грунтовая дорога. А вот по таким тропам люди тут практически не ходят. Вот мы нашли место для палатки. Надо немного расчистить от веточек. Приятные полянки. И внизу видно столицу Андорры. Прекрасный вид. Мы благополучно переночевали. Думали, будет одна из самых холодных ночевок. Но оказалось достаточно теплая благодаря спас-одеялу. Просто сверху его положили на спальник. И было очень тепло, даже жарко. Оказалась самая теплая ночевка за всю поездку. А мы сейчас идем к видовой точке и на автобус поедем дальше. Вот на тропе есть такая штука. Take your selfie. Ставишь сюда телефончик. Делаешь, я так понимаю, с этим покемоном селфи. И таких их несколько есть. Возможно, тебе что-то за это дают. Ну, не знаю, как это происходит, но, в общем, идея прикольная. Прошел несколько троп. Собрал таких зверушек. Интересно. Пройди все тропы Андорры, собери всех зверушек. Вот уже выходим. Решил снять карту, мало ли кому-то вдруг понадобится. Вот названия различные. Различных видов троп. Авось кому-то пригодится. А мы уже выходим с троп. Асфальтная дорога. И все, прямиком к автобусной через один вид. А вот, собственно, видно, как холодно было. Изморозь такая снежная.
А вот уже более обширная карта. Я так понимаю, это уже на длительные маршруты. И сложно заснять все одновременно. Есть парковки, возле парковок ориентировочные места под палатки есть. И вот такая зона, нигде не написано, что она частная. Может быть, это в общественное пользование, могу ошибаться, конечно. Но вот столики. Возле столиков есть такие каменные мангальчики, их много. Водичка. Нигде нет предупреждения о том, что это частное. Это платить, оплачивать. Это надо. Очень интересно. В общем, андорцы молодцы. Мы, кстати, ночевали на высоте 1500 метров. Так что тоже не низко. И поэтому могло бы быть очень холодно, но благо спас одеяло, выручило.